И всем привет, дорогие друзья, с вами Закури, и добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня я создам свою империю жителей, ведь это Mine Fortress. И что ж, на самом деле это уже третье прохождение данного мода, ведь было первое прохождение, где я только начинал осваивать, еще не знал, как что работает. Второе прохождение, которое было примерно полгода назад, и там я его не закончил до конца. Почему же я захотел начать сначала, спросите вы? Да, просто потому что уже вышло довольно много обновлений мода, притом он до сих пор в бета-версии. То есть он уже несколько лет, мне кажется, так и не вышел в релиз. Ну, ладно, будем ждать, когда же наконец-то наступит релиз. А пока что я вам сегодня покажу все, что в нем есть. И вы напишите в комментариях, продолжать ли мне или ждать следующих обновлений, чтобы начать еще одно прохождение. Почему же спустя 3 прохождения я все равно возвращаюсь к этому моду? Во-первых, потому что он очень классный, а во-вторых, потому что вы набираете огромную активность под данным видео. Давайте сделаем так. Если под этим видео наберется где-нибудь 20 лайков, то я выпущу следующую серию обязательно. Ну а также, сейчас в условиях замедленного ютуба, как вы понимаете, ютуберам просто нужна поддержка. И поэтому я буду безумно благодарен вам, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, ну а также напишите комментарий. Ведь комментарии, как и все остальное, помогают продвигать видео. Ну и кроме того, если вы посмотрите до конца, это будет самой лучшей вашей поддержкой. Ведь это, наверное, даже лучше, чем лайк и подписка, потому что, ну, вот такие вот алгоритмы ютуба. Ладно, а я больше не буду вас задерживать. Всем желаю приятного просмотра, заварить чуху и погнали! Всем приятного просмотра. И первым делом мы должны определиться с местом нашей колонии. И я уже нашел вот такое вот красивое место. Оно недалеко от спавна. Спаун где-то вот там, если что. Сид вы видите на экране. Это не какой-то подготовленный сид. То есть, ну, просто реально заспавнился, чуть-чуть отлетел вот оттуда. И тут вот такое вот интересненькое место. Я также тут вижу корабль, где мы сможем набрать ресурсов. Но для начала все-таки, как я уже говорю, нужно поставить, где мы будем жить. И я думаю, это место идеально. Так что 3, 2, 1. И что ж, у нас уже появились первые жители. Это, в принципе, как раз-таки они. Да. Ума вам, конечно, не занимать, мои хорошие, мои дорогие. Ну, такое бывает. Ладно. В общем, вот наши первые жители, и мы можем какую-то задачу дать. Если что, вот получается Campfire, то есть там, где они, в принципе, живут, это их центр города, ну, какого города, который мы, в принципе, построим, тут черепахи всякие плавают. Ну и что ж, давайте выберем кого-нибудь и заставим их собирать ресурсы. Допустим, GIFstops. Привет. У него мы можем посмотреть статистику, она находится в левом нижнем углу, и GIFstops сейчас здоров, но немножко хочет кушать. Окей. Ладно, давайте просто покажу вам, как они, в принципе, убирают, допустим, какие-то блоки. GIFstop, иди сюда. По идее, он сейчас должен все вот это убрать, и, как я правильно понимаю, да, он именно этим и займемся. Тут какая-то вода, в общем, сейчас это все нужно будет застроить. Также у них есть режим бить, то есть они будут атаковать все, на что я их направлю. И также у них есть Zone Selection мод. Я пока что не знаю, что это. Тут можно выбрать, где они будут копать ресурсы, где они будут рубить деревья и где они будут заниматься фермерством. Окей, все. Разобрались? Давайте я сразу, как сделаю? Я сразу застрою вот эту вот всю территорию, потому что в любом случае нам понадобится ровная территория для нашей деревни, и вот это вот также нам нужно будет убрать. А еще я смотрю, они тут размножаются, пока я это. Если что, по чату мы увидим то, что Трэвис появился в деревне, еще кто-то появился в деревне. В принципе, пока что все окей, и чтобы открыть верстак, нам нужен крафтман. А у нас есть вот тут вот профессии, мы выбираем, и мы можем, допустим, кого-то нанять. А мы не можем нанять. Почему? Потому что нам нужно сначала создать крафтинг тейбл. Только вот проблема в том, что он уже тут есть, как бы. И я могу, в принципе, уже как бы да, но нет. Ну, короче, раз я пока что не могу выбрать крафтинг мэна, я так понимаю, мне для начала нужно, чтобы они срубили дерево, и чтобы я поставил сам этот верстак. Господи, мне показалось, что вот этот красный флаг, это кто-то бьется. Поэтому давайте выберем вот эту какую-нибудь зону. Я не думаю, что нам эти деревья так важны. Хотя они, конечно, красивые. Ну ладно, не важно. В общем, пусть они их срубят. И тогда я смогу наконец-то что-то хотя бы строить. Поэтому вот так вот, получается, берем и начинаем выбирать зону всю, в которой они будут рубить. У нас даже немножко подлагивает. Но это ничего страшного, такое бывает.
И все, пусть в этой зоне они все рубят, и я надеюсь, они же будут именно рубить, а не пытаться также тут ломать песок. Потому что если они этим заниматься будут тоже, то это будет как-то не очень. Ага, пока я не найму кого-то на должность рабочего, я так понимаю, никто рубить не будет. Окей, я понял. Тогда берем Феда, допустим, вот этот вот Фед, и он должен мне срубить вот это вот дерево, чтобы я хотя бы крафтмена смог нанять, правильно? Это ж так работает. Молодец. И получается, у меня где-то в инвентаре это появилось. А, да, у меня на самом деле, оказывается, были уже доски. Окей, тогда я, по идее, их должен вот так вот взять сейчас и попробовать скрафтить из них. Вот оно как. По идее, я как-то должен нанять именно крафтмена, но проблема в том, что мне нужен крафтинг тейбл first. А как мне это сделать, я не очень пока что понимаю, потому что мне вот так вот это реально надо сделать. В общем, как-то это странно работает на самом деле. Как будто бы это какой-то баг или что-то такое, но я попробую. Вот, то есть у меня есть этот крафтинг тейбл, и я прошу его поставить куда-нибудь вот сюда. И, по идее, теперь я могу же нанять крафтмена. Нет. Вот. Реально. То есть я должен был просто зайти в... Короче, объясняю. Нужно выбрать какого-то жителя, зайти вот сюда, вот, Blueprint, и тут выбрать крафтинг тейбл. Вот. Окей. Все, и получается у нас открывается крафтмен, которого мы успешно нанимаем, и все, по идее, теперь я могу крафтить любые предметы, это находится вот тут. Все, отлично, кстати, мы можем даже посмотреть, что у нас уже есть в инвентаре, у них довольно много всякого в инвентаре. Ну и сейчас наступает ночь, мы можем за игрока, в принципе, проскипать, только нужно чуть-чуть подождать. Окей, отлично, солнце зашло, а это значит, мы можем спокойненько поспать. И доброе утро. Надеюсь, у жителей у нас тут все хорошо, потому что у нас все просто замечательно. И я удивлен, как в новой этой версии быстро рождаются жители. Это прям вау, прям слишком быстро вы как-то рождаете. Я прям на глазах родился. Что-то это даже странно как-то, как будто бы дальше будет немножко жестко. Ну, ладно. Посмотрим, что будет уже после. Ух, опять они бьются. И у меня уже 17 жителей. Меня это, честно говоря, удивляет. Ну ладно, давайте выберем побольше жителей. Прям вот всех даже. И посмотрим, что мне нужно будет для домов. Для домов, допустим, Lumberjack. Это те, кто рубит деревья. Мне надо куча дерева. А проблема в том, что они пока что почему-то не рубят это дерево. Несмотря на то, что у меня как бы вроде как... Тут выбрана зона рубления, да, правильно. Или что это? 3 харвестинг, да. По идее, это то, что мне надо, но что-то тут пошло не так. Окей, тогда в таком случае я просто сейчас выделю какую-то определенную зону, где они нарубят много дерева, и это, наверное, будут как раз-таки вот эти вот березы, потому что я не очень люблю березу. Просто вот так вот возьмем и пусть рубят, наверное. Правда, я, по-моему, как-то криво это все выделил. Ну, ладно, посмотрите, сколько их просто бежит. Ё-моё. Правда, зачем они листву будут рубить, я не знаю, потому что, как бы, как будто бы листву и не надо рубить, но... Их дело. Самое главное, чтобы дерево мне срубили, а там уже без разницы. Да, на самом деле, кривоте моего выделения нет предела, но... Давайте выберем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо мне столько верстаков. Я предлагаю, знаете, что сделать? Сейчас выделить снова всех людей, и пусть они разберут вот этот корабль. Как минимум, они получат много ресурсов с сундука, которые, я надеюсь, там есть. Где-то там. Где-то. Вот, кажется, есть. Ну-ка. Сейчас, подожди-ка. Я могу тут залететь? Да, короче, тут есть вот этот вот сундук, в котором мы не можем посмотреть, что, но, короче, я думаю, что если они его разрушат, то будет прекрасно. Вот так вот их выделяем, и пусть рубят весь корабль абсолютно. Ничего страшного, если его не останется, потому что не так уж он мне тут и нужен. А вот зато ресурсы, которые он хранит, определенно мне нужны. О, команда рабочих. Кайф. Давайте. Молодцы. И заодно я как раз таки получу дерево. Но пока они там это добывают, они добыли 25 досок. По-моему, этого довольно мало. Но давайте посмотрим. На самом деле, знаете как, надо вот побольше выбирать всегда жителей, потому что в дальнейшем это может понадобиться. Короче, что мне еще надо? Мне надо 30 досок. Или сначала, знаете, сначала, наверное, лучше майнера. Да, сначала майнера лучше. И для этого, как вы видите, мне не хватает только досок, да?
Итак, для здания мне не хватает только досок, поэтому сейчас переделаем как-то даже вот так. Потом нужно еще там сколько-то ступенек. Короче, где-то вот так вот, по-моему, это надо. Давайте посмотрим. Чего не хватает еще? 50 ступенек, окей. Еще чуть-чуть. Сколько мне надо еще ступенек? Ага. Теперь мне не хватает дерева. Я понял. Ну, тогда сейчас они, в принципе, я думаю, вот это добудут, и как раз у нас появится дерево, все. Поэтому давайте побыстрее чуть-чуть, побыстрее, ребятки, отработаем. Ща вы отработаете у меня, и вообще шикарненько. Итак, у меня есть прямо сейчас 36 этого дерева, а это значит, что, скорее всего, мне уже хватает. Поэтому выделяем этих жителей, и да, я могу построить деревянный домик шахтера. А где у нас будут работать шахтеры? Я думаю, то, что где-то вот в этой части, потому что вот тут у нас как раз гора, и думаю, что здесь как раз-таки самая идея, самая хорошая идея копать, причем, я думаю, даже можно где-то вот тут построить этот домик. Поэтому раз, и все. Пускай вот эти жители, которых я выделил, а я даже выделил всего 4, ну ладно. В общем, пусть эти 4 жителя копают, а что мы в это время сделаем? Мы выделим вот эту вот часть под раскопки. Я, правда, не знаю, оно как, оно только в глубину работает, или оно прям вот весь чанк копает? Ну, не чанк, а вот сколько ты выделишь. По идее, наверное, все вниз должно прорубиться. Я, по крайней мере, на это надеюсь, но это не факт. Ладно. В любом случае, сейчас они достроят дом, и мы сможем, наконец-таки... Как вы умудряетесь стукаться об свой же дом? Ладно. Я думаю, мы сможем наконец-таки нанять жителей на эту профессию, правильно же? Да, мы можем нанять майнеров, но для этого нам нужны инструменты. Логично, логично. И мы можем улучшать дом. То есть для улучшения нам понадобится сначала камень, а потом нафиг железные блоки. Серьезно? Офигеть, я не знаю, где я должен столько железа добыть, чтобы нафиг настолько прокачать дома, но ладно. Окей, есть ли у нас камень? Давайте посмотрим. Камня у нас нету, зато у нас есть Iron Nugget, который, я думаю, можно сразу в железо переделать. Как это делать? Вот, да. Майнкрафтер со стажем. Нафиг, как это делать? И я думаю, что лучше переспать ночь, потому что их могут убить зомби. Кстати, сегодня, я смотрю, солнце заходит в облака. Ну, я не думаю, что на самом деле скоро будет дождь, но когда-то он определенно будет, и... хотя, какая разница нам дождь, правильно же, жители? Я думаю, никакой разницы нет. Хотя, конечно, в дождь не хотелось бы сидеть на улице, я их полностью понимаю, и надеюсь, что мы к этому времени уже сможем обустроить им достаточно домов, а они до сих пор копают. Ну, конечно, они же в воде, они в воде совсем тупят. Ну, ладно. В любом случае, первоочередная сейчас у нас задача появилась, это добыть немножечко камня, и где нам его добыть-то нафиг? Куда бы их отправить копать камень? Ну вот сюда можно. Давайте выделим пару жителей и отправим их копать камень. Проблема в том, что тут куча андезита, и, по-моему, нафиг я даже камня на кирку не наберу. А самое главное, что из всех жителей, которых я выделил, а вы видели, что я выделил довольно много жителей, пошел копать только один. Интересненько, интересненько ты работаешь. Моменту я хочу заметить то, что он копает в воде, а это значит, что, скорее всего, скоро его вообще не станет. Потому что они нафиг в воде задыхаются. Ну, ладно. А еще я что-то слишком много затупил с верстаками, поэтому у меня верстаков целая куча. Ну, ладно, это вообще сейчас не важно. Эти будут, походу, еще копать там долго, поэтому про них можно смело забыть. Но самое главное, что, по идее, он сейчас уже добыл все, что там есть, а это значит, что мы можем создать инструменты и нанять новых рабочих. А это лопата, и это вот такая вот кирка, и все. По идее, менедж профессия, и все. По идее, сейчас создаться новый рабочий. И прямо сейчас он пойдет копать вот там, где мы выделили. Правильно же? Сейчас мы это увидим, но я так понимаю, что да. И это значит, что проблем с камнем у нас больше не будет. Потому что всегда вот этот вот крутой Генри сможет накопать нам камни. Сейчас он накопает побольше камня. Конечно же, он начнет с деревьев. Молодец. Умничка просто. Так вот, как только он накопает побольше камня, мы сможем спокойненько... Что ты творишь, чувак?
Если он накопает нам чуть-чуть камня, то мы сможем Если он накопает еще немножко камня, то мы сможем спокойненько нанять новых рабочих, нанять новых майнеров, и тогда... Ай, ладно. Лучше не смотреть, как они работают, а то становится плохо. Ну, ладно. Это ничего страшного, ведь прямо сейчас вот эти, по идее, уже заканчивают. Я очень на это надеюсь. Там работает наш рабочий, который, кстати, добывает дерево. Конечно, его никто не просил добывать дерево, я так скажу. Но это не так плохо, потому что дерево нам в любом случае нужно хотя бы для ламберджека. Но опять же, для ламберджека, а это тот, кто добывает дерево, нам нужен камень. У него в доме используется камень. А это значит, что пока мы не добудем его, мы не сможем использовать ту территорию, где я сказал, чтобы они копали дерево. На самом деле, для него нужно только чуть-чуть булыжника на ступеньки, и в остальном это все дерево, так что нужно кого-то отправить копать дерево, я понял. Окей, тогда, дорогие мои хорошие жители, прямо сейчас я беру вот этот вот интересный инструмент, называется Chop Trees. Короче, это штука, которая ломает деревья, и выделяю вам вот это дерево. И, пожалуйста, приятного аппетита, рубите. Чего нафиг? Я все это время мог так сделать, вы хотите сказать? Я понял. Окей, мы можем, по идее, создать, да? Ну нужно чуть-чуть камня. Серьезно? Они вот прям вот настолько рубят деревья? Я, честно говоря, не ожидал, что они делают именно так. Я думал, ну они как бы, как и обычно... Ну, короче, я ступил, когда вначале дал им поручение вот там пропить дерево. Ну, ладно. Он практически дошел до земли, это значит, что скоро пойдет камень, но я боюсь, что мы этого будем ждать еще огромное количество времени, поэтому я лучше выделю вот этих людей и заставлю их копать вот этот камень. И по идее теперь мы сможем создать дом ламберджека. Все правильно. И где мы его разместим? Я думаю, то, что, как вы уже поняли, мы будем где-то вот здесь рубить деревья, поэтому именно здесь, я думаю, и логично построить этот самый дом. Единственное, я бы его повернул. Это делается вот таким вот образом. Пау. И все. Пускай кто-нибудь из них строит. О, сразу побежал 4. Ну я в принципе понял. Всегда бежит ровно столько, сколько они считают нужным на построй. Или нет? Понятия не имею, как это работает, но ладно, зато Адам родился. И умер. Знаете, тут нужно будет определенно построить мостик. О, возвращаются. Построили. Молодцы. Что ж, в таком случае, раз они построили, думаю, пора бы поспать. Итак, доброе утро, новый день. Я надеюсь, нет, он еще не добрался, я понял. Теперь пора бы нанять уже ламберджека. Но для этого, опять же, нужен камень, а для этого, опять же, нужен вот этот вот человек, который никак не может дорубить нафиг деревья. Нафига эти деревья? Вот там вот есть камень, понимаешь? Камень надо рубить, но не нужны тебе деревья. Ну нет, блин, не нравится ему деревья, он хочет рубить деревья. Хорошо, окей, предлагаю создать побольше кирочек, штучек так 4, потом то же самое лопатами, и теперь то же самое с топорами, где-нибудь штучек так 5. Я не знаю, на самом деле, сколько я могу нанимать жителей, но где-то, наверное, столько же, да? Да, получается 5 топоров, и теперь нанимаем побольше этих. Раз, два, 3, 4. Все, я так понимаю. И то же самое делаем с ламберджеками. Раз, два, 3, 4, 5. Все, отлично. И по идее теперь все ламберджеки, которые сейчас появятся, они пойдут туда и будут работать. Правильно же? Что вы делаете? Вы что, друг друга палками лупите или что? Ой, Джейсон, сори. Странные они какие-то. Ну, ладно, их дело. Ну и, наконец-таки, пошла хотя бы хоть как-то работа. Прям такая хорошая горнодобывающая у нас промышленность была, потому что раз, два, 3, 4, 5. Все, кайф. По идее, я сейчас не смогу больше нанять, потому что мне нужны новые дома, но я предполагаю... Ой, нафиг. Сейчас будет, походу, больно жителям. Ладно. Так вот, я предполагаю, что лучше создать дом, в котором они будут использовать железные инструменты. Хотя, с другой стороны, железные инструменты мне все крафтить придется. А железо уже добыть посложнее, чем камень. Поэтому пока что, может, и на каменных лучше прожить.
и просто количеством это взять. Потому что, как видите, когда их много, они работают отлично. Но насчет дерева, кстати, с деревом, походу, они тоже вполне себе нормально так справляются. Поэтому я предлагаю начинать строительство новых домов. Новых домов каких? Пока что не знаю каких, но в любом случае нам понадобится домик как минимум защитника. Защитник это Warriors. И для Warriors нам не хватает всего-то лестницы. То есть, по сути, нам всего хватает. Мы сейчас делаем вот так, немножечко лестниц создаем, и все. По идее, я сейчас могу создать этот самый домик Warrior. Правильно? А, нет. Мне не хватает еще ступенек деревянных, но это тоже у нас не проблема, потому что, посмотрите, у нас 1К дерева. Знаете, как я даже сделаю? Я просто вот так сделаю, и нам на будущее определенно хватит. Все, я делаю домик Warrior, и вот домик Warrior, я думаю, как раз таки можно поставить где-то вот здесь. Почему? Спросите вы. Потому что защищать в основном нужно как раз таки центр деревни. Хотя это странно. Нет, и края надо защищать. Ладно, короче, пока что пусть будет здесь, а потом там создадим, и там создадим. Мы сделаем вот так, мы сделаем кучу люков, чтобы на будущее, опять же, нам хватило. Поэтому берем вот так вот и строим где-нибудь вот здесь вот, или где? Где вообще Форестер работает? Он работает в основном в лесу. Мы могли бы вот сюда куда-то поставить. Ну ладно, хотя пусть стоит вот прям вот здесь. По-моему, очень красивое, живописное место. Поэтому раз и два. Нужно будет тут везде мостики потом создать. Ну ладно, это чуть позже. Итак, домик готов. А это значит что? Это значит, что прямо сейчас мы можем на них Форестеров. Все, понял. Короче, я просто не туда жал, все. Я могу создать 10 Форестеров. И все они будут, вот они, по идее, да, зеленые. Они просто везде тыкают и откуда-то получают еду. Я не знаю, как эти чуваки работают, но они работают, и это самое главное. Что дальше? Я считаю, что нам нужно создать фишермена, потому что, во-первых, это впервые, когда я могу его сделать, потому что всегда писалось, что он будет в будущих обновлениях, и вот, наконец-то его добавили. И мне интересно, как оно работает. Не, в прошлый раз, по-моему, он был. Да, был. Это раньше он писалось, что нет. Но все равно, мне интересно, как он будет работать вот тут в океане. По идее, в океане же ловится лучше. По идее, да. Поэтому вот тут отличное место для фишермена. И нужно посмотреть, что ему нужно. Ему нужен сундук и бочки. То есть, все, что мы с легкостью можем скрафтить. Отлично. Создаем сундук. Я даже, знаете, как сделаю? Я, опять же, делаю много сундуков на будущее. Я люблю делать на будущее, чтобы потом вот этим уже не заниматься. И второе, что мы сделаем, это, опять же, бочки. Бочки, это вроде как вот так как-то, да? Да. Бочек тоже сделаем 9, и все. По идее, прямо сейчас я могу его создать, и он будет у нас находиться где-то вот здесь. Причем, как-то вот так вот мы его расположим, или его лучше прокрутить? Прокрутить, и вот прям так как-то. И пока они мучаются с этим фишерменом, давайте посмотрим, кого они еще могут, в принципе, построить. Окей, это Small Warrior Scouts, мы его уже построили. Blacksmith, точно, это тот, кто позволяет переплавлять вещи. Это определенно нужно, поэтому я что предлагаю? Я предлагаю прямо сейчас его сделать. Для этого достаточно просто скрафтить печек пару штук. Я думаю, делаем 6. И прямо сейчас построить уже этот где-то дом. А где он будет? Я думаю, что он будет где-то рядом с шахтерами, потому что это логично, им нужно что-то переплавлять, и это мы поэтому построим где-нибудь вот тут. Все. Шикарно. Теперь мы выбираем побольше жителей, и по идее теперь мы можем построить большой дом. Правильно? Правильно. А это значит, что прямо вот тут где-нибудь мы его и размещаем. Как-нибудь вот так. Причем еще с прошлого раза я понял то, что мне нравится размещать эти большие дома как-то рядом. Поэтому давайте мы сразу забубеним тут еще один такой большой дом. Я надеюсь, они будут друг другу мешать прямо вот таким вот образом. Кстати говоря, возможно, я сейчас их слишком близко поставил. Может быть и нет. Мы прямо сейчас это узнаем. Возможно, у меня будет 2 скрепленных дома. Так, первый уже начинает строиться, а второй только... Чего так много-то прибежало резко? Да. Я честно не понимаю их логику, почему иногда начинается одно, иногда начинается другое, иногда их нафиг 1000 раз больше становится, прибегает на какую-то задачу, но, наверное, так надо. Наверное. Я просто предположу, что так надо. Все. Окей?
Окей, кстати говоря, они тут понасадили всякой фигни, и вместо того, чтобы выращивать огромные деревья, я так понимаю, выращивают теперь березу. Очень нелогично. Предполагаю, что надо бы нанять побольше рабочих майнеров. Итак... А я всего 4 могу, потому что всего 4 у нас свободного из населения. Все. Ну ладно, пусть пока что добывают, все равно горнодобывающая промышленность это всегда важно. Пока бедрок не прокопает мне, не уйдете отсюда. Поверьте, не уйдете. Я за вами слежу. Видишь. Но вот это меня, конечно, реально поразило, то, что они смогли реально вот так сделать. Типа, они. Вот прям вот они. И прям вот оставить вот такой выступ, чтобы на них не потекла лава. Офигеть. Самое главное, форестеры есть, а вот с фермеров нет. И как будто бы нужно построить ферму, потому что иначе мы так и не сможем никак получать достаточно еды. Фермы должны быть где-то вот здесь, вот, наверное, где и форестеры, поэтому прямо сейчас посмотрим, что нужно для постройки фермы. Так, а для постройки фермы мне не хватает только компостницы, то есть вообще, считайте, все хватает, окей? Ну, хорошо. В таком случае я просто ставлю где-нибудь вот тут ферму, и все, по идее, этого должно хватить. Что ж, новое утро, новый день, солнце восходит, походу сегодня или уже завтра будет дождь, это в принципе хорошо, потому что мы любим дожди. Насколько я помню, я нанимал то ли 5, то ли 7 рыбаков. Работает только Тайлер. Только Тайлер получит свою зарплату, запомни. Все остальные вообще прохлаждаются, непонятно. Не, ну вот эти молодцы, они строят, но тут, по-моему, рыбаков ни одного. Я вроде только форестеров, кто это, не знаю, ну, в общем, вот этого еще запил. Но ни одного рыбака тут нету. Где вообще рыбаки прохлаждают? Я понятия не имею. Ну, ладно. Кстати говоря, что они там? Нормально копаются? Вроде копаются, вроде нормально. Да, Роберт? Надеюсь, да. Ну, молодцы. Айлер, ну не расстраивай меня. Ну ты же только что был хорошим рабочим. Вот почему ты отдыхаешь? Кто тебе разрешил устраивать перерыв? Итак, у нас есть 38 жителей, и тут проблема в том, что нафиг больше не рождается. А чего вы не рождаете? Непонятненько. Возможно, им не хватает еды. Ну, я сейчас построил ферму, по идее, мне надо нанять фермеров. Фермеров я могу нанять 4 штук. Вот вы 4, идите раз 4 могу нанять. А вот и они фермеры. Ну давайте выращивать. Давайте делайте что-нибудь. Я думаю, что мы сегодня обязаны открыть также лучника. А для лучника нужен заборчик, сток сена и калитка. Ну, в принципе, все легко делается, кроме стока сена. Ну, точнее, он тоже легко делается, когда вот эта пшеница вырастет. Но что-то пока что не растет, как видите. Бенджамин, Геральт. Опять сейчас подбегут, смотрите, все подбегают и уходят. Вот это у них классный геймплей. Я так же хочу. Смотрите, сейчас побежит. Да. Подбежал. И дальше идут. И снова побежал. Я не понимаю. Это странно. Ладно, окей. 82 меди они добыли, но это нам не надо. 1 алмаз. Ну это тоже из корабля, по идее. Я хочу, чтобы они начали добывать железо в большом количестве. Я надеюсь, вы где-нибудь хотя бы там нашли железо, пожалуйста. Чуваки, у нас есть 2 железа, и это, походу, все, что мы нашли, да? Да, это реально все, что мы нашли. А этого не хватает, чтобы сделать, допустим, железных или алмазных майнеров. То есть я могу улучшить дом. Вот, я могу его улучшить до железного. Но я никак не могу улучшить его до алмазного. Потому что мне понадобится нафиг 43 железных блока. Где я вот с этими ленивцами найду их? Непонятно. Ладно. Вы что творите, ребят? Ты как это сделал? Ты как рыбачишь и там? Вот это ты многофункциональный, Раймонд. Ты офигеть, какой класс! Подожди, что ты даже 3 можешь? Нифига себе, они тут реально уже электричество, походу, в режиме проводить. Что это? У них не удочки, а провода какие-то нафиг по всей деревне. Да, вот это я понимаю, класс, вот это я понимаю. Продвигаемся, растем, улучшаем, и все, я теперь наконец-таки вижу, где эти все
Рыбаки теперь, они реально работают. И это значит, что, по идее, у нас реально наконец-таки должна появиться еда, да, вот. Ну, наконец-то. Я не знаю, где они были до этого, но теперь они, наконец-то, вот реально, ну, вот прям реально работают. А не то, что раньше. На их супер-пупер удочки мне очень нравится. Это реально классно выглядит. Ну нет, это даже не классно выглядит, но это очень прикольно просто. Типа... Ну как это работает? Я понятия не имею, но это прикольно. И, кстати, у нас 41 житель, то есть все-таки они рождаются, у них есть рождаемость какая-то. И я так понимаю, это реально связано с едой. Как только у них появилась рыба, они стали рождаться. То есть, если у них будет больше еды, то они будут больше рождаться. Угу, запомнили и обработали. Чуваки, нет, вы отсюда не уйдете. Вы сейчас у меня будете строить и строить. И пока вы тут мне не построите офигенное поле, я от вас не отстану. О, дождь пошел. Я же надеюсь, они под дождем работают. Реально начали строить? Хорошо. И они, получается, будут сейчас песок заменять или просто воду ставить под него? По идее, я так понял, они просто обходят деревья, обходят песок и садят там, где садится. Окей, это нормально. Тем временем у нас куча жителей мокнет. Мне это немножко не нравится. Давайте попробуем построить какую-то крышу небольшую. Для этого я предлагаю взять какой-то заборчик для начала. Все, я беру, получается, вот этот заборчик и пытаюсь как-то вот так вот сначала, наверное, выделить им. Короче, есть определенная проблема, что тут просто не получается поставить больше, чем один забор за раз. Что? То есть, вот так можно, да? То есть, вот так вот туда, куда нельзя можно. Короче, механика тут настолько сырая, что прям стойте под дождем. Потому что я реально не понимаю, как это может работать. То есть, ну реально, я в креативе это построю за 2 секунды. По идее, они должны помогать. Реально помогать мне. То есть, строить большие постройки, там, я не знаю, что-то еще делать такое. А по сути, я вот так вот сделаю. Быстрее, чем они. Быстрее гораздо. И вы не думаете, что я вот просто для красоты это сейчас простроил, потому что просто вот, ну, раз они не могут, то построю я в креативе. Нет. Я просто хочу показать то, что я это реально построю гораздо быстрее, чем буду им объяснять, как это сделать. И это неправильно. Нафига они все полезли? Вот объясните, нафига они все полезли туда? Так вот, это неправильно. Я должен медленнее строить, чем они. Ну, то есть, реально. Ну, это логично, то есть, они мне должны помогать, а не мешать. И, по сути, я с ними просто больше мучаюсь, чем они мне помогают. И вот зачем им на крышу, объясните? Зачем им на крышу? Я им построил, чтобы они не мокли. Они взяли и полезли. Я не могу. Я реально просто не могу. Ну, это невозможно. Итак, все. И, по идее, теперь я могу нанять арчера. Все. Только мне нужен лук и стрелы. Я понял вас. То есть вот по-вашему, вот этими вот чуваками можно легко получить лук и стрелы. Ладно, даже если не легко, в принципе. То есть, ладно, кремень не добудут. Перья, они как все нафиг добудут. Я как с ними, вот эти, вот в этом моде, получается, я, ну, то есть в боевом моде, я должен вот так вот летать, искать куриц, отправлять их к этим курицам, убивать этих куриц, и я реально не понимаю. Нет, как бы, окей, можно еще убивать скелетов ночью. Это немножечко легче, наверное, с этими чуваками, но опять же, это не стоит лучника. Типа, лучник не настолько нужен. Я не знаю, типа, как это комментировать. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. И вот поэтому я, наверное, буду на этом заканчивать. Что ж, сейчас мы с вами посмотрели, как, в принципе, улучшился мод с последнего раза. Что я могу отметить для себя? Во-первых, гораздо стало быстрее появляться побольше. Это, конечно, плюс, потому что я быстро построил какую-то нормальную, более-менее ферму камня. Быстро очень добыл количество большое дерева. До сих пор вот рождаются там жители. В принципе, стало более сбалансировано, но по-прежнему. Во-первых, почему они все на крыше, когда я им специально от дождя сделал укрытие? Непонятно. Во-вторых,
Я реально сделал это укрытие гораздо быстрее, чем если бы я тыкал с помощью них его. В-третьих, как я должен нафиг вам сделать железные блоки для зданий, когда они за все это время, я сейчас скажу, сколько они добыли, 12 железа они добыли. Окей. Это нормально. Все остальное, ну, более-менее, ну, как бы, ими управление, это жесть. Реально, управление жителями, это полная жесть. Поэтому, как я считаю, мод еще реально в бете не зря, он еще довольно сырой, тем не менее, он очень классный, и поэтому, если вы хотите следующую серию, где я продолжу прокачивать их, дойду каким-то чудесным, волшебным образом до железных блоков, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и в принципе, если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Мне будет очень приятно, особенно в условиях замедленного ютуба. Сейчас каждая поддержка просто очень важна, чтобы просто выживать на этом самом ютубе. Огромное спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Если так, то можете написать в комментариях «Курица», так я пойму, что вы досмотрели до сюда. А я всем желаю удачи и всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Пока, ребят. Ну и, кстати, смотрите, что прикольно. Они убегают от жителей и... Точнее, от криперов и бьют. Как бы, ну... Раньше так не было, по-моему. Молодцы. Ну, от криперов все бегут. И правильно делают, что бегут. Но, кажется, не особо у них получается бежать.